Всем привет, дорогие друзья, с вами Арсений, Сеня Треноженко, и сегодня хотел бы вам показать небольшой видеогайд по прострелам на карте Данюк. В принципе, здесь прострелы очень легкие, вы могли и сами их найти, но мне вроде как удалось высмотреть один интересный вариант, который, возможно, вам понравится и, естественно, поможет. Итак, суть следующая. Ну, для начала, наверное, пробежимся по простым прострелам. Первый прострел — это, конечно же, прострел единицы, то есть вот этой балки, по которой ходят у нас успешно игроки атаки, извините, защиты. Вот здесь вот. То есть просто человек бежит, и пока он бежит, получает. Я примерно посчитал, игрок защиты появляется в этой области за 10 секунд. Соответственно, где-то здесь он бежит на 13, 14, 15. И террорист залазит сюда тоже на этой примерно секунде. Поэтому, если вы быстро приноровитесь побежать на эти балки, тогда вы можете успеть застать чувака, который бегает еще по вот этой вот штуке. Ну и, соответственно, не всегда игрок защиты максимально быстро сюда добегает. То есть бывают такие варианты, когда там дроп на респауне кто-то кому-то дает и так далее. Ну и, конечно же, вы можете успеть. Но даже если вы не успеваете, этот прострел будет эффективен перед, например, раскидкой, потому что игрок защиты, в принципе, может находиться где-нибудь в этой области и контролить, например, будку. Поэтому почему бы не пошить? Почему бы не пошить? Дальше я, например, рассматривал такой вариант, но он оказался неэффективен. То есть ровно на 10 секунде прошивать эту область не самая хорошая идея, потому что пули летят куда-то вверх. Ну, может быть, вы кого-нибудь здесь и прошьете. Но это было бы круто, конечно, если бы разработчики карты подумали об этом нюансе и сделали дополнительный бонус террористам, и тогда терры могли бы постоянно по таймингу просто сюда шить. Ну, помните, как в 1.6 было в этом плане все очень четко. То есть террористы... Ну, в этом, скажем так, и был баланс карты. То есть грамотная атака, она могла брать свои раунды и могла их брать довольно-таки часто за счет как раз-таки прострелов, да. Ну, здесь же разработчики пошли по другому пути, они добавили кучу проходов и так далее. Как раз-таки над прострелами работали меньше. Дальше интересный прострел, дорогие зрители, вот здесь. Залазите на вот на эту балочку и просто нашиваете вниз. Чем он хорош? Тем, что вот здесь вот часто сидит игрок защиты. Он просто контролит вот таким вот образом будку, опустив прицел вниз. Ну и, конечно же, его можно через это окошко согнать. Ну, очень просто. Просто берете и вот так вот нашиваете. Обойму, и, естественно, вы попадаете ровно в цель. Ну и можете задевать даже игроков, которые бегают здесь по этой балке туда-сюда. Также не забывайте кидать, естественно, флешки. Флешки перед атакой на А. То есть, если вы решили медленно выйти на апленд, то лучше всего подойдут вот такие флешки. Целиться можно просто вон в ту стену за окошками. Просто целитесь, там флешка летит вниз, отбивается и падает вот в этой области сверху. То есть она слепит абсолютно весь верхний этаж, ну и, соответственно, все игроки защиты, которые как-нибудь смотрят в будку, они, конечно же, будут слепнуть. Но если не слепнуть, отворачиваться, и в этот момент вы выходите основной мощью, скажем так, на плент А. Ну и самый интересный прострел, который я хотел вам показать, это... Вот такой прострел. То есть вы находитесь в дверях, вы садитесь сюда и целитесь между огнетушителем чуть ниже и вот этой желтой балкой. И вот так вот начинаете нашивать. Можно чуть больше спрея. Чем он хорош? Тем, что пули летят ровно на рампы, на точку Б, да, и, соответственно, игрок защиты, который здесь бегает и пытается сам настреливать, и пытается, например, ну, обычно как, кидают смог себе вот такой, и ходят туда-сюда, вот так вот, ходят и проверяют, ну, и там пускают пару патронов. Ну, и, конечно же, вы можете подцепить этого игрока своим метким патроном, но если попадете в голову, скорее всего, этот человек умрет, потому что это деревянная балка, но вообще эта стена такая довольно-таки плотно прошиваемая. Вообще, эту стену надо часто использовать как раз-таки за террористов, потому что игроки защиты, если будут аркадить, вы можете их просто вшивать. Вот такой вот небольшой гайд по карте Данюк. К следующему разу я постараюсь подготовиться немножко получше. Постараюсь посмотреть, какие бывают здесь смоки, потому что пока что летал и особо ничего, ну, такого сверхъестественного классного не заметил. Но вот в виде бонуса, о чем я подумал, да, что можно было бы реализовать, это...
каким-то образом попадать смоком вот на этот вот голубенький ящик. И, соответственно, ну, здесь часто, правда, крутится игрок защиты. Он крутится и отстреливает вот этот вот внешний проход. И, соответственно, можно как-то с ним поработать. Например, дать такой смог, пару флешек, и под эти флешки постараться быстро пробежать. Ну, или вот так вот бежать и отстреливать. И в этот момент, конечно же, нужно, чтобы кто-то, опять же, под нижний смог, вот под такой смог, контролировал вам желательно верхние этажи. Ну и тогда можно под взаимное прикрытие проходить через верхний этаж и атаковать плента. Но мне кажется, что лучше всего, конечно, внешне использовать как-то втихаря. То есть, если раньше, помните, запирающий игрок ходил по нижнему этажу, то теперь он может ходить по верхнему этажу и быть довольно-таки полезен. Но тут нужно действовать аккуратно. То есть, когда основная часть команды действует где-то на пленте, можно действовать вот как раз-таки втихаря, заходить в спину. С вами был Арсений Сеня Треноженко. Надеюсь, вам гайд понравился. До новых встреч. Пока-пока.